Я еду так 80 километров на полностью убитом колесе. Так, вот так выглядит счастливый человек с колесом. И счастливый мотоцикл, наверное, тоже. Я уже колесо снял. Какие-то 2-3 часа я потупил, конечно. Но новые колеса, новые тормоза. И приключения начинаются сейчас. У меня отличное настроение. Оказывается, это местный индеец. Очень-очень-очень грамотный и умный. Полное здоровье. Вот это Jade City. А Jade это у нас нефрит по-русски. Также вот познакомился с девушкой, она с Украины, приехала сюда работать. Ну, вроде день меняется, сейчас солнышко где-то выходит, уже не так дымом воняет. Выезжаем из дождя, из холода. Сейчас сняли костюмы, можно уже где-то нормально. Но очень хочется кушать, так что будем что-то искать. Ближайшие, по-моему, пару часов ехать. Надеюсь, что еще по дороге будет. Здесь заправились. Это Кардлок. Заправка. Кардлок заправка, это где заправляется без аттендента. Температура нормальная, настроение повысилось, дождик закончился. Еще немножко мокрый, но это нормально. Хотел также пару минут сказать, поговорить о вчера. И я уже рассказывал, что много приключений, вчера много-много случалось. Ну, смотрите, конец хайвея где-то 900 километров, самый тяжелый трудный хайвей в Канаде, самый большой фаталити рейт в Канаде. Ну, он такой знатный хайвейчик, но уже конец хайвея, подъезжаем, и красная линия, переезжаем ее, едем, у меня лопается колесо. Само собой, останавливаться я там не могу, так как везде пожары, я просто еду дальше. Я еду так 80 километров на полностью убитом колесе. И доехал, как-то выехал. Закончился бензин. Мы подъезжаем в Газстейшн. Газстейшн не работает, потому что эвакуация. Мы на запасках, у меня и у Олега есть немножко запаса. На запасках выезжаем как-то, и за счет этого едем в другую сторону, потому что ближайшая заправка в другую сторону. А если бы поехали бы в правильную сторону, куда нам нужно было ехать, тогда бы на своем колесе меня бы, скорее всего, на хайвее разорвало и выкинуло. Поэтому хочу сказать всем вам, что в жизни все, что случается, это случается для вас. Никогда не падайте духом, это всегда лучший вариант. Скажите спасибо, улыбайтесь и идите вперед. Got myself a new tire. We're lucky they're still open. Так, вот так выглядит счастливый человек с колесом. И счастливый мотоцикл, наверное, тоже. Загрузили, а переднее сейчас я тоже возьму в другом магазине. И готов к большим путешествиям или к продолжению своего большого путешествия. This is what a real trip looks like. Me and my buddy from Washington here changing tires. Я уже колесо снял. Так не могу снимать одновременно, буду показывать так по частям. Чтобы снять колесо, надо снять треугольник. Заодно я тормоза поменяю. Вот треугольник. Ну и основной болт открутить. Вот мои новые колеса. Какие-то 2-3 часа я потупил, конечно. Но новые колеса, новые тормоза. Тормоза я проверил, они, кстати, в порядке, поэтому новые я не ставил. Еще раз огромное спасибо этому месту, этому шопу. Я вообще в восторге. Это была возможность вот поработать самому. Я посмотрел, я ровно там за 2 часа с копейками полностью перебортовал, перемонтировал 2 колеса. И где бы я еще такое сделал? Поэтому очень благодарен этому месту. Доброе утро. Ночь была замечательная. Как я уже сказал, я очень люблю этот парк. Потихонечку все собираемся. Уже все убрали. Обратите внимание, помытые мотоциклы, новые колеса. Это я так хвастаюсь. С утра приготовил кофе. Лешка тоже встал.
Так что потихонечку будем трогать в сторону Ванкувера. 2400 километров туда. То есть, я думаю, за дня 2-3, 3, наверное, я буду там. Там уже договорился, где мотоцикл сдать. Билет уже есть. Обратно домой. Но путешествие еще не закончено. 3 дня это будет 3 дня приключений. И приключения начинаются сейчас. У меня отличное настроение. Сейчас только что выехал с своего любимого парка с новой резиной. И, как говорится, с резиной другие ощущения. Вот такое у меня чувство юмора. План сегодня поехать в Jade City. Это такое место, где обрабатывают гибрид. Как я знаю об этом месте, потому что еще с детства, не с детства, а лет 10-15 назад я смотрел передачу Discovery именно про это место. И сейчас мне это оказалось по дороге, так что вернусь немножко в детство и заедем в Jade City. Вот такие и многие другие приключения нас ждут сегодня. Так что оставайтесь со мной. Остановился в Village of Teslin. Это по дороге. По дороге. Коляска хайвей, да. Там красивая очень река, красивый мост, но также хочу передать, как говорится, камеру Олежке, потому что Олежка хочет немножко рассказать об этом месте. День добрый. Пару слов. Очень интересное место. Вроде бы село селом, ничего особенного, но здесь есть музей Джордж Джонсон. Кто это такой? Я заехал, остановился. Оказывается, это местный индеец, очень-очень-очень грамотный и умный, который каким-то образом, если я не ошибаюсь, в 1920-х годах пришла газета ему в руки, и он увидел автомобиль «Шевролет». Дорог не было вообще. И он, имея деньги, потому что трейд, он заказал себе «Шевролет» автомобиль, ему сюда привезли. Дороги были только зимой, это озеро, и летом озеро на лодке. Все, никаких дорог не было. Он купил у чувака трафика не было вообще? Вообще нет дороги. Он купил этот «Шевролет», черный красивый «Шевролет», начал на нем ездить только зимой по озеру. В итоге ловил с нее рыбу, охотился, перекрасил его в белый цвет, и в итоге он много вложил, был грамотный человек, много вложил в регион, и потом, когда начали строить дорогу на Аляску, использовали его рекомендации и направления, и в итоге сделали музей этому парню, выкупили его машину, перекрасили обратно в черный цвет, и она находится в музее. И вы можете ее Первый геодезист, получается, у нас. Ну да. Местечковый. Вот. Я видел музей, мы приезжали, просто Да. кто такой, думал, я не остановлюсь. Я тоже, я случайно на него напал. Я восхищаюсь. Он очень Спасибо, грамотный Олег. человек. Спасибо. Вот такие у нас новости. Что у нас тут слева? Мишка. Мишка, где твоя улыбка? Полная ягоня. Смотрел когда-то передачу по Discovery про Jade City, где делают такой малахит, камень Jade, похож на малахит. И очень было любопытно сюда попасть. Проезжаю мимо, и как раз я туда и попал. Вот это Jade City. А Jade — это у нас нефрит по-русски. Очень твердый камень. Его обработка одна из самых трудных, я бы сказал, среди камней. Но очень популярен в китайской культуре и используется как талисманы. И практически весь, все, что вы видите здесь в Jade City, практически весь камень, все вырезки идут на экспорт в Китай. Здесь нефрит и добывается, и обрабатывается. С точки зрения добычи нефрита, это самое большое количество нефрита в мире идет из этой точки. Из этого маленького поселения где-то в Британской Колумбии. Даже это не город, что Jade City, хоть слово City, это не город. А это просто пункт, место на карте. Вот я вам сейчас покажу инструменты,
который используется в обработке нефрита, так как обрабатывается он тоже здесь. И как вы понимаете, так как это один из самых твердых камней для обработки, инструменты также суровый. Ну, естественно, я тут провел немного время, зашел внутрь, познакомился с людьми, посмотрел все, осмотрел и также вам покажу. Много очень маленьких изделий, которые продаются и делаются здесь. Вот эта замечательная женщина, с которой я познакомился, она их и вручную и делает. Вот маленькие мишки из нефрита, которые я, кстати, там и купил. Ну, как вы видите, для изготовления этих так называемых безделушек нужно очень много терпения и мелкая моторика рук. Точно не мое. Так что, слава богу, что такие люди есть. Также вот познакомился с девушкой, она с Украины, приехала сюда работать на лето. И познакомился с хозяйкой. Хозяйку, которую я еще очень хорошо помню с тех хороших времен, когда я смотрел документалку по Discovery. Очень было приятно с ней познакомиться поближе. И я, наполненный эмоциями, продолжаю свое путешествие. Сейчас я еду по 37-му хайвей, уже в Британской Колумбии, проехал Юкон и направляюсь в сторону столицы Британской Колумбии, Ванкувера. Еще где-то пару дней туда ехать. Сейчас мы будем потихоньку искать ночлег. Как вы видите, места тут такие суровые, и я думаю, что вместо найти ночлега у меня проблем не будет. Я всегда предпочитаю дикие места, чтобы не было подальше от люда, подальше от шума гула городов и поближе к природе, поближе к животным, которые часто ко мне приходят ночью. А как вы видите вокруг, именно такие места и полны всем этим, что я так жаждаю.